Друзья, сегодня вы увидите блузку, выкройку для этой блузы. И бонусом у нас еще есть и платье, которое тоже по этой выкройке на большой размер. Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня я для вас подготовила свою блузу. Обзор и с подробной выкройкой. Она попала в фавориты, поэтому спешу сделать вот здесь на пленэре свое новое видео. Ну и, конечно же, поделиться с вами своим настроением, своим образом. Под блузу сегодня я подобрала юбку. Юбка моя любимая, она уже фигурировала в моих видео. Это юбка с одним швом и оригинальной выточкой диагональной на спине. Что еще? Ну и, конечно, шляпа. Шляпа – это такая интересная деталь в моем гардеробе. Она вписалась в мой образ сегодняшний. Могу подготовить обзор по шляпе. Это моя излюбленная тема. Ну, конкретно эта шляпка легкая, пляжная, летняя. С ней можно делать все, что угодно, потому что она из неопрена. Край я ужесточила ригелином, ну и украсила вот такой интересной драпировочкой, закрепила жемчужинками. Поэтому вот такой экспромт у меня буквально за полдня получился. Ну и эту шляпу я люблю комбинировать в своих летних образах. Шифоновая блуза, ткань принт полоска черно-белая. Интересно, я поигралась этой полоской в моем решении, в модели этой блузы. И мой чудесный кот моя. Тоже черно-белый. Да, он тоже черно-белый. Он просто пришел в кадр, как почувствовал, что без него сегодня съемка не обойдется. Интересная драпировка на груди, в которую я ввела выточки. И таким образом у меня получились такие уголки внизу моей блузы. Потом красиво соединилась полоса поперечная с горизонтальной на рукаве. Ну, свои интересные детальки. Блузочка, которую хочется рассмотреть. Ну и мы с вами ее подробно сейчас рассмотрим на столе. Это натуральный шифон, край обработан московским швом. Ой, вот оно, ты сегодня молодец, надо же, попозировал, да. Модель. Друзья, под моим прошлым видео практически в каждом комментарии вы попросили меня показать вам мою выкройку. Выкройку блузы. Блузы в полоску. И вот эта выкройка перед вами. Опять же, все просто. Сейчас вы в этом убедитесь. Для моей блузки мне понадобилось 1,15 м на метр ткани. Практически квадрат. Что мы здесь видим? Мы видим вот линия центра перед спинки. Это сгиб. Сгиб. И я пишу спинка большими буквами перед. Так, вот плечо. Мое плечо, его длина 38,5 сантиметров. А ширина всей половинки у меня 48 сантиметров. И эта ширина, это наш низ ткани. Вот он у меня по полосе ровный проходит. Но за счет моей драпировки, которая проходит по нагрудной выточке, происходит изгиб переда, и он уже приобретает такие интересные уголки. А первоначально в крое у меня низ, вот вы видите,
в раскрытом состоянии он ровный, 48 сантиметров. Вот указано направление полос. Хотя это не принципиально. Направление полос может быть как горизонтально, так и вертикально. Игра полос будет также интересна, потому что боковой шов у меня, вот он проходит зеленым цветом изображен, вот ширина его 24 сантиметра, вот точка 1 и 2. Я соединяю перпендикулярно, вот 2 и 1. И соответственно здесь полоса горизонтальная, а к ней подходят по переду перпендикулярные, вертикальные полосы. Теперь вот вы увидели спинка с закруглением, низ спинки. Параллельно этому рисунку у меня со спинки, вот бок на спинке, вот здесь вот бок. И он переходит вниз. То есть у меня форма разворачивается вот таким образом. И получается вот бок, а это низ. Расстояние вот 12 сантиметров от этой линии. Хотя опять же вы можете делать длиннее. Можете сделать, у меня здесь вот закругленный низ. Можно сделать его прямой. Поэтому тут уже индивидуально. Так, теперь цифры 1, 2 на перед, вот вы видите, надо соединить вот 1, 2, вот бок, а вот участочек 46 сантиметров, вот здесь, это мой рукав. И здесь плечо изображено, плюс еще 4 сантиметра от плеча, точка 2. Вот здесь как раз и вот точка 2. Их надо соединить. И вот мой бок зеленым цветом по переду и бок по спинке. 24 сантиметра. Так, теперь вот вы догадались, это наша горловинка. Горловина, общий размер 17 сантиметров, а по ширине 19 сантиметров. В сгибе 9,5 сантиметров. Вы поняли, что это сгиб, соответственно, моя как дырка в квадрате в очередном. От плеча на расстоянии 31 сантиметр, это высота моей груди. Вот здесь у меня начинается моя драпировка, мои выточки раскладываться. И вот я показала, что внизу 19 сантиметров, вверху вот до вершины груди у меня 10 сантиметров от центра. У нас есть общий размер 56 сантиметров до плеча, а эта точка на расстоянии 31 сантиметр. И я заложила выточки слева направо, но опять же на своей груди. Вы можете заложить по этому принципу у себя на груди, ну, когда вот все это вырежете, и они прекрасно выкладываются на любой груди. Конкретно у меня вот эти вот участки, они застрочены. Сейчас я вам покажу, как это все складывается. Вот я симметрично дала чертеж, и вот получается таким образом. Так, вот я закладываю вот я заложила мою выточку на грудь и сострочила изнутри. Вот я застрочила вот участок вот здесь на 9 сантиметров, а дальше на 11. А потом вторую выточку
И она у меня вот перекрыла первую. И я ее также не до конца, а застрочила симметрично, как и первую. Форма развернулась и отлично разложилась на моей груди. На вашей груди будет немножко по-другому, но оно тоже, соответственно, должно разложиться. Оно может быть меньше или наоборот больше. Будет как-то по-своему, но все равно все должно получиться. Так, вот здесь вы поняли принцип. Вначале закладывается левая выточка нагрудная, а потом сверху застрачивается, а потом правая. То есть вы на булавочках это накололи, наметили на себе мелком, раскрыли, и у вас получится вот такой подобный рисунок. Каждый размер у меня все привязано, каждая точка, поэтому вы сможете подробно это рассмотреть крупным планом. А сейчас я вам хочу на манекене показать платье по этому принципу, которое мы пошили моей клиентке. Она большого размера, внушительного. И вот сейчас вы увидите, как это платье смотрится уже в другой расцветке. Это не полосатый принт, это, вот вы сейчас на манекене сами увидите. Я на маленький манекен 50 размера набросила это платье. Это достаточно крупная клиентка. Вот здесь я прикрепила вот эти вот объемы нашей юбки. Объем бедер 1,5 метра. И она вся достаточно крупная. И грудь вот здесь вот, соответственно, должна быть больше. Но вы поймете принцип этой моей чудесной выкройки. Здесь у нас резиночка. Резиночка и ткань, вот она переходит, не разрезная, она переходит вот по юбке, переходит вверх по верхней части нашего платья. Здесь у меня нет плечевого шва, как вы видели на выкройке. Вот это вот идет абсолютно ровно, ткань выкладывается. И вот по спинке без шва ткань переходит, и у нас получается перед смотрится как костюм, потому что вот тут у меня пришито к боковым швам полотнище юбки, а это заканчивается вот чудесной драпировкой, моими выточками, которые, как я и говорила, вот они выкладываются на любой груди. Так, здесь у меня расклешение дано по низу. В боковом шве сделан карманчик. Тут у нас резиночка, которая проходит по спинке и по моей вот этой вот юбочке. Горловина достаточно такой хороший вырез, и она подшита двойным подворотиком, подшита аккуратно вот низ рукавчика, юбочка, вот все это оверлочок и строчка.
Ну, вот такие подобраны пуговички. Мой чудесный крой прекрасно смотрится как на полоске, так и вот в таком платье на разных размерах. Все это может отлично использоваться. Модель смотрится аккуратно. Интересное вот это вот решение спинка платья перед костюм. Поэтому берите на вооружение, шейте. Модель проверена, живет, все от нее получают только удовольствие. Форма рукава у нас оформлена таким образом, что вы видите, прикрывается локоть. Вот у меня локоть закрыт. Это не совсем летучая мышь, вот, но нигде ничего не зажимает. В то же время вот эта линия такая диагональная, она визуально заужает фигуру. Вырез может быть другой. Я взяла ее объем по бедрам, взяла высоту груди, ширину плеча, и буквально сразу у нас схематично получилась наша выкройка. Покроили и на ней это все собрали. Вы увидели главный принцип, что ничего разрезать не нужно, достаточно только вырезать нашу горловинку. Вы можете эмпирическим путем вырезать меньше, так чтобы голова проходила, а потом уже на себе, когда будете закалывать нагрудные выточки, вы посмотрите, вам захочется ее оставить лодочкой, углубить. Вот такой у меня сегодня образ я вам подготовила. К этой блузе у меня есть брюки в полоску, вы их тоже увидите. Это моя любимая черно-белая тема, и полоска, и горошки. Я все это просто обожаю. Ну вот сегодня у меня шляпа, вот такая. Шляпа, она и пляжная, и вечерняя, и под любые сарафаны. Вот моя обновка. Надеюсь, вам понравился мой сегодняшний образ, мой кот чудесный, моя шляпа. Ставьте пальчик вверх, пишите комментарии. До скорых встреч на канале Мода с Владанной. Я планирую продолжить черно-белую серию и в перспективе показать вам потрясающее платье в горошек. До скорых встреч!